Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня готовлю просто вкуснейшие быстрые лепешки с фаршем. Друзья, они настолько вкусные и в них так много сочной начинки, вы просто забудете про беляши и чебуреки. Готовлю их без духовки, без масла. Очень быстрый, простой рецепт и фантастически вкусный. Скорее сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. Просеиваю 500 грамм муки. Добавляю пол чайной ложки соли. Перемешиваю. И вливаю 250 мл кипятка. Ух, горячо! Замешиваю тесто. В конце добавляю 1-2 столовых ложки растительного масла. И еще немного вымешиваю. Заворачиваю тесто в пакет и оставляю на 20-30 минут при комнатной температуре. А пока тесто отдыхает, быстренько делаю начинку. В миску кладу фарш, у меня свинина с говядиной. Нарезаю зеленый лук. Добавляю к фаршу. Также для аромата нарезаю немного кинзы. Добавляю кинзу в фарш и хорошо перемешиваю. Фарш по вкусу солю и перчу. Добавляю любые специи для мяса. Фарш с зеленью получается очень сочный и ароматный. И есть маленький секретик, чтобы фарш получился еще сочнее. Можно добавить в фарш совсем немного водички, буквально четверть стакана, и хорошо перемешать. Тесто готово, оно получилось просто идеальное, такое нежное и эластичное. Делю его на 5 частей. Приготовь, поделись, подпишись. Каждый кусочек раскатываю в тонкую лепешку. В середину кладу фарш. Друзья, посмотрите, как много начинки. Получится просто обалденно вкусно, пальчики оближешь. Собираю края к центру. Вот такая лепешка получилась. Немного раскатываю ее скалкой, а можно просто немного примять руками. Сильно не раскатывайте, чтобы тесто не лопнуло. А тесто просто шикарное, легко раскатывается, без добавления лишней муки. Теперь это мое любимое тесто. Я думаю, с ним получатся отличные чебуреки и пельмени и вареники. Тесто простое и универсальное, и работать с ним одно удовольствие.
Сковороду разогреваю и смазываю топленым маслом. Жарю лепешки с двух сторон до румяности. Лепешки прекрасно прожариваются на сковороде, но если вдруг ваш внутренний голос не дает вам покоя и убеждает, что мясо не прожарилось внутри, не спорьте с ним. Разогрейте духовку до 180 и подержите лепешки буквально там еще пару минут. При этом и ваша совесть успокоится, и аппетит еще сильнее разыграется. А мои лепешки исчезают прямо со сковороды, еще горяченькими. Они настолько вкусные и сочные, что у них не так много шансов попасть со сковороды на стол. Хотя есть варианты. Например, закрыть кухню на замок, пока жарю лепешки. Но тут возникнет другая сложность – не съесть все самой. А давайте разрежем одну лепешку и полюбуемся их мясистым разрезом. О, вы только посмотрите, сколько ароматного сока внутри. Какая жалость, мы его теряем. Такого вкусного бульончика не должно пропасть ни капли. Скорее готовьте и не забудьте сохранить рецепт. Жалко будет его потерять, это такое чудо. А также обязательно поделитесь рецептом с друзьями. Пусть побольше кулинаров узнают о такой вкуснятине. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся!